Ремонт на кухне своими руками. Самостоятельный ремонт – вынужденная мера. Многие хотели бы нанять мастеров и заказать работу под ключ. Но, увы, цены здесь ломовые, а вот качество, напротив, копеечное. Заказав работу одной из многочисленных бригад шабашников, хозяин даже не знает, что же он получит в итоге. Мастера нередко оказываются липовыми, да еще и запойными, жуликоватыми. Все, что они умеют делать хорошо, так это убеждать владельца квартиры в изысканности кривоположной плитки и необходимости дополнительного финансирования. Можно довериться одной из строительных фирм, гарантирующих высокое качество и мастерство своих работников. К сожалению, гарантии остаются красивыми словами, не оформленными документально или оформленными, но очень уж обтекаемым слогом. В общем, цены в данной сфере удивительно высоки при сомнительном качестве. Волей-неволей приходится браться самим за выполнение задачи и с удивлением понимать, задача-то не столь уж и сложна. Кухня очень важна в российской традиции. Здесь собирается вся семья, готовится еда и нередко принимаются гости. Стыдиться тут нечего. Большинством она воспринимается как некоторое сакральное место, средоточие домашнего очага. Разумеется, о столь важном помещении следует заботиться. К сожалению, кухня достаточно быстро принимает неприглядный вид, как одно из самых наравне с ванной и туалетом эксплуатируемых помещений. Перепады температур, разлитое масло на полу, грохот упавшей сковородки является привычным в этом месте. Собственно, ремонт нужно делать, учитывая все особенности помещения, максимально практичный. Планирование работы. Снять все размеры – вот первое, о чем следует озаботиться. Не только классическая длина, ширина, высота, но и наличие выступа или ниши, размер окна и прочее. В дальнейшем это сильно поможет. Составляем приблизительный план работ. Что именно вам хочется изменить, какие материалы планируете использовать, где будет стоять мебель и прочее. Все это именно приблизительно. Это всего лишь основа, от которой вы будете отталкиваться. Составив первоначальный план, начинаем поиск необходимых материалов, как в обычных торговых точках, так и с помощью интернета. Понравился какой-то материал? Не поленитесь посмотреть отзывы о нем, не ленитесь рассматривать страницы в сети. Они помогут вам быстрее сориентироваться и натолкнут на интересные идеи. К дизайну можно приступать, когда вы учтете все плюсы и минусы каждого материала, финансовые возможности и, разумеется, собственные строительные таланты. Не стоит замахиваться на изыски, если вершиной вашего мастерства являются собственноручно наклеенные обои в прихожей. Впрочем, не стоит и принижать собственные таланты, так что отыщите компромисс между своими фантазиями и реальными возможностями. Смета составляется только после дизайна. Кстати говоря, после нее вам придется внести какие-то коррективы. Составляйте ее с некоторым запасом на случай непредвиденных расходов. Не стоит думать, что их у вас не возникнет. Это нормально, даже для профессионалов. Запас берется от 10 до 30%, в зависимости от личного опыта. Донесите до знакомых, что вам требуются какие-то конкретные материалы или инструменты. Не стесняйтесь, адекватными людьми это будет воспринято вполне благожелательно. Если же вы не будете лениться и составите списки, вручив их всем знакомым, вполне возможно, что к делу снабжения подключатся и знакомые знакомых, увидевшие интересную возможность избавиться от накопившегося барахла. Согласитесь, часто бывает жалко выбросить какую-то вещь, ведь она еще может, скорее теоретически, пригодиться. А вот призыв пожертвовать на благое дело, нечто ненужное, воспринимается обычно весьма благосклонно. Начало работы. Демонтажные работы. Шумное, грязное и достаточно длительное занятие. Может показаться, что в них нет ничего сложного. Знай, круши себе. Разумеется, что далеко не так. И действия в стиле «разудись плечо, размахнись рука» помогут сильно затянуть ремонт из-за того, что вам придется исправлять последствия удали молодецкой. Приготовьте прочные мешки. Лучше всего бумажные. Много мешков. Совет вполне серьезный и, скорее всего, вы сильно удивитесь, обнаружив, сколько же вам придется выносить мусора. Сантехнические работы. После демонтажа наиболее оптимальное время. Можно спокойно долбить и ковырять стены и полы, не опасаясь что-либо испортить. Трубы желательно использовать пластиковые и металлопластиковые.
можно сэкономить довольно много места, спрятав их в стены. Скажем сразу, штробить достаточно тяжело, но ничего сверхъестественного в данной задаче нет. Не увлекайтесь и помните, что запорная арматура должна быть выведена в доступные места. Кстати говоря, это необходимо учитывать, когда планируете, где именно вы хотите поставить мебель. Разводку электричества нужно проводить сразу после завершения сантехнических работ. Здесь важно не только максимально качественно положить провода, лучше медные, но и как можно более тщательно промерить их расположение. Согласитесь, очень обидно, если расчеты окажутся неверны, и стенной шкаф или полки загородят розетку хотя бы частично. Помните, что кухня обладает повышенной влажностью, да и происшествия здесь возможны всякие. Установите выключатели и розетки, защищенные от воды. Окна в кухне практически неизбежно поведутся, если поставите обычные пластиковые. Постоянное воздействие влаги, жар, контраст с уличной температурой весьма неблагоприятно скажется на состоянии окна. Придется вам ставить дорогой вариант, либо смириться с практически неизбежным микропроветриванием, от которого невозможно избавиться. Потолок можно красить, белить, клеить обои. Изыски в виде натяжных и подвесных потолков на ваш страх и риск. Разнообразные аварии случаются обычно именно на кухне, в ванной комнате и туалете, так что шансов на долгую счастливую жизнь у такого потолка немного, даже если соседи над вами милейшие и интеллигентные люди. Но следует помнить, вода может просочиться через несколько этажей. Стены желательно делать комбинированными. Часть у мойки и плиты отделана плиткой, а остальное пространство – моющимся обоями. Впрочем, это именно предложение. Вполне возможно, ваши идеи значительно более интересны. Однако помните, крайне желательно сделать стены из плитки или моющихся обоев. В противном случае неприглядный вид гарантирован и очень быстро. Пол на кухне может быть какой угодно, но основные идеи – плитка, ламинат и линолеум. Постоянный контакт с маслом и моющими веществами быстро переведут в негодность другие виды покрытия. Пол с подогревом и прочие вкусности – замечательно, но сделать такое самостоятельно достаточно проблематично. И еще более проблематично – сделать работу хорошо. Для любителей качественной отделки наиболее интересным вариантом выглядит керамическая плитка. Здесь требуется быть осторожным и выбирать ее очень тщательно. Далеко не вся она соответствует необходимым стандартам. Дополнительно, вытяжка все еще считается буржуйской роскошью, и многие оставляют ее установку на потом, которая все не наступает, решившись все-таки обычно под давлением детей, внуков или более прогрессивных людей установить ее. Становится непонятно, как мы раньше-то обходились без нее. Это не только отсутствие копоти на мебели и потолке, это еще и отсутствие запахов, подчас довольно тяжелых, во всей квартире. Самая же важная функция вытяжки – сохранение здоровья. Всем нам хорошо знакома картина клубов пара на кухне при открытом окне. Кухня часто превращается в подобие газовой камеры, когда человек вынужден либо открывать окна настежь, рискуя простудиться, либо дышать тяжелыми испарениями, либо открывать дверь и позволять запаху пропитывать квартиру. Как вы понимаете, все варианты никуда не годятся. Так что вытяжка – единственный выход. Выбор мебели частенько делается исключительно из-за ее дизайна. Даже женщины, проводящие у плиты немало времени, нередко забывают о собственном удобстве или просто отмахиваются завороженной красотой. Последствия плачевны, пусть и не все осознают их. Если вам неудобно двигаться или мебель вписалась в кухню не идеально, быть беде. Основные последствия – постоянные синяки, роняемая на пол посуда, снижение удобства работы и, соответственно, накапливаемое раздражение, срываемое на близких. Находясь в поиске кухонного гарнитура, нужно обращать внимание не только на габариты и внимательно следить, чтобы они идеально вам подходили, но и на травмобезопасность. Попробуйте встать в притирку и подвигаться туда-сюда. Если имеется чувство дискомфорта, цепляйтесь за что-то или натыкаетесь, ищите дальше. Наиболее оптимальный вариант – мебель под заказ.
Однако здесь нужно быть внимательным, поскольку далеко не все организации делают ее в срок и по размерам. Так что смотрите отзывы о каждой фирме. Дополнительный источник света лишним не будет. Неяркая лампочка над разделочным столом спасет ваши пальцы от порезов. Сама же люстра должна быть такой, чтобы ее можно было легко отмыть. Дизайнерские решения – ваша и только ваша прерогатива. Помните просто, что излишняя мрачная холодная обстановка может смотреться очень стильно, но она достаточно серьезно давит на психику. Оживить кухню очень важно, ведь накопившийся негатив так или иначе будет выплескиваться на близких. Приняв решение делать ремонт самостоятельно, вы непременно пожалеете об этом. Усталость, раздражение и сонливость станут вашими спутниками на некоторое время. Не один раз вы станете ругать себя за опрометчивое, непродуманное решение и обещать себе, что вот завтра вы непременно позвоните какому-нибудь мастеру из относительно приличных и закажете ему работу под ключ. Закончив же ремонт, вы с удивлением обнаружите, что способны на большее, гораздо большее, чем казалось вам раньше, и супруга с детьми смотрит на вас совсем другими глазами, а авторитет в семье заметно вырос. Решив посчитать сэкономленные средства, вы сильно поднимете настроение себе и всей семье, ведь теперь их можно потратить более интересными способами. Какими – решать вам.